Анжелика Гурбаш – яркая, талантливая певица. В ее биографии было все – нищее детство, неудавшиеся браки, одиночество и борьба за лучшую жизнь. Анжелика была женой бизнесмена Николая Агурбаша, которого в народе прозвали «колбасным королем». Именно благодаря мужу она сумела сделать себе карьеру в шоу-бизнесе. Николай вкладывал большие деньги в творчество супруги, но певица никогда не была звездой первой величины. В свое время ее много критиковали, называя бесталанной. Ее разрыв с колбасным королем Николаем Агурбашем обсуждала вся страна. Николай оставил Анжелику практически ни с чем. После развода она рассказывала в интервью, как многие годы терпела унижение от мужа. Когда она решила его оставить, надеялась, что сможет зарабатывать на жизнь сама. Ведь она уже была известной исполнительницей, имела сольники в Кремле. Однако продержаться на звездном Олимпе не получилось. Как сложилась судьба колбасной королевы после расставания с мужем? С какими сложностями она столкнулась? И как сейчас живет Анжелика Агурбаш? Об этом и многом другом мы решили вам рассказать. Лика Ялинская, она же Анжелика Агурбаш, родилась в Беларуси 17 мая 1970 года. Семья девочки имела скромный достаток и была далека от мира музыки. Особенно тяжело маме двоих детей пришлось, когда ее муж решил уйти из семьи. Женщине пришлось в одиночку воспитывать Лику и ее младшего брата. Еще в раннем детстве девочка смотрела на своих более обеспеченных одноклассников и мечтала о том, что когда-нибудь станет успешной артисткой. Она шла к своей мечте семимильными шагами, участвовала в различных конкурсах и в школьных выступлениях. При этом она не забывала оттачивать мастерство на курсах танцев и вокала. Мало кто знает, но до знакомства со вторым мужем, Николаем Агурбашем, Анжелика носила фамилию Ялинская. А первым супругом певицы был белорусский актер Игорь Ленев. С первым мужем будущая певица познакомилась на съемочной площадке фильма «Экзамен на директора» в 1986 году. Анжелике на тот момент было всего 16 лет. Через год после знакомства пара поженилась. Анжелика не стала менять фамилию и официально оставалась Ялинской. В 1988 году молодые люди стали родителями. На свет появилась дочь Дарья. Брак между Ялинской и Леневым продлился 2 года. Отношения закончились из-за многочисленных романов бывшего мужа. Когда Анжелике было 25 лет, она познакомилась с белорусским тренером по бодибилдингу Валерием Безюком. Он был знакомым ее друзей. Завязались отношения, и влюбленные стали жить вместе. Замуж за молодого кавалера Ялинская не собиралась, но когда певице было 27 лет, она забеременела от Валерия. Как признается Анжелика, она всегда мечтала о сыне. Многие из ее знакомых не одобряли, что женщина собирается рожать от Валерия, и отговаривали ее от этого шага. Однако 4 июля 1997 года на свет появился сын Никита. Певица записала ребенка на свою фамилию. Ялинская и Безюк расстались после 5 лет отношений. Причиной разрыва стало желание сожителя контролировать все деньги певицы. Анжелике приходилось отчитываться за все покупки, которые она совершала на честно заработанные средства. В один момент ее терпению пришел конец, и она указала Безюку на дверь. Официально певица была замужем 2 раза. Вторым супругом Анжелики стал колбасный король Николай Агурбаш. Бизнесмен влюбился с первого взгляда. Ради молодой возлюбленной мужчина ушел от жены, с которой прожил более 20 лет и воспитал 4 детей. Знакомство певицы и колбасного короля произошло в Киеве на празднике у одного влиятельного киевского босса, куда Ялинскую пригласили выступить. В момент разгара праздника Анжелика увидела одиноко сидящего мужчину. Певица подошла к нему и пригласила на танец. С этого момента между бизнесменом и Ялинской начались отношения. В 2002 году был оформлен их брак, а 19 августа 2004 года на свет появился общий сын пары Анастас. Анжелика взяла фамилию супруга, став Анжеликой Агурбаш. Бизнесмен не жалел денег для молодой жены, в том числе он стал вкладываться в ее певческую карьеру. Мужчина стал не только мужем Анжелики, но и ее продюсером. Только на ее участие в Евровидении было потрачено более $5 миллионов. Николай принял детей Анжелики, и они вместе жили в доме колбасного короля. За время брака с бизнесменом певица выпустила несколько альбомов и провела сольный концерт в Кремле. Казалось, что в семье все отлично. Однако через 11 лет брака певица и бизнесмен развелись. Их разрыв обсуждала вся страна. Ведь он стал одним из скандальных разрывов в мире российского шоу-бизнеса. Правда открылась позднее. Певица рассказала настоящую причину развода, которая повергла общество в шок. Николай Агурбаш унижал и поднимал на нее руку. Рассказать кому-то о том, что творится за закрытыми дверями особняка, Анжелика боялась.
Последние 5 лет совместной жизни были для нее адом. Однако певица смогла набраться смелости и тайно покинула дом Николая, ничего не забрав с собой. На этом неудачи Анжелики не закончились, а вспыхнули с новой силой. Николай стал посещать различные телешоу, где, не стесняясь, говорил гадости о жене, серьезно подпортив ее репутацию. Также Агурбаш подкупал людей, чтобы они негативно отзывались о певице. В 2012 году состоялся развод между бизнесменом и певицей. Сын Анастас остался с ней. Николай Агурбаш хоть и любил Анжелику, но никогда ей не доверял. Поэтому всю недвижимость записывал на фирму. Это была страховка на случай, если жена вздумает его оставить. В данном случае страховка не дала сбоя. Колбасный король хорошо знал, как устроен российский шоу-бизнес, где популярность покупается, и понимал, что в любой момент финансирование можно приостановить. Когда певица выходила замуж, не думала, что такое может произойти с ней, ведь даже квартира, которая была куплена ей до брака, была записана на него. По сути, он просто дурил женщине голову и обманывал. Анжелика неоднократно пыталась, чтобы муж официально переоформил на ее имя квартиру, какую-то недвижимость, чтобы у нее был личный счет в банке, а не прикрепленный к его счету. Даже машины, которые дарили Анжелике, в том числе свадебный подарок, автомобиль Lexus, были оформлены на Николая. Оказавшись без средств к существованию, на улице с 3 детьми от разных браков, Анжелика вынуждена была арендовать жилье. Сначала артистка сняла дом. Это нужно было сделать ради младшего сына, чтобы во избежание исков от отца ребенка показать, что у мальчика такой же уровень жизни, как и был раньше. Потом, когда старшие дети разъехались, она решила облегчить себе жизнь финансово и переехала в квартиру в том же районе рядом со школой. За аренду трехкомнатной квартиры в Одинцово каждый месяц она отдает по 180 тысяч рублей. Трешка обычная в доме с охраняемым двором и подземной парковкой, но мне маловато. Я же не обычная женщина, у меня сценических костюмов огромное количество. И мне нужно, чтобы было хотя бы метров от 200-250 метров. Вот тогда я комфортно размещусь. Посетовала на жилищные неудобства Агурбаш. В ближайшее время она все же планирует обзавестись собственной квартирой, но позволить себе покупку может только в ипотеку. Она подыскивает варианты в Одинцовском округе Москвы и объезжает строящиеся объекты. Глобально рассматривает вариант от 20 до 30 миллионов на стадии завершающего строительства. 50% у Анжелики на квартиру накоплено. Старший сын Анжелики женился и с супругой переехал в Польшу. Дочь трудится учительницей, а Анастас бросил школу и занимается программированием. Николай выплачивает на содержание 16-летнего Анастаса всего лишь по 15 тысяч в месяц. Анжелика пытается изменить эту ситуацию, постоянно судится с бывшим мужем, но с него взятки гладкие. Экс-супруга Анжелики последние годы преследовали скандалы. Полоса неудач не закончилась громкими разводами. Колбасный король потерял даже собственный бизнес. Его фирма «Мортадель» после нескольких судебных процессов прекратила деятельность, а в отношении предпринимателя открыта процедура взыскания долгов. Его новым делом стало разведение голубей, но оно не приносит миллионов. Жаль, что не было самого главного в жизни Анжелики Агурбаш – любви. Не красивых ухаживаний и оплаченных пиар-компаний, а именно любви, которая с течением времени становится лишь сильнее. Впрочем, мне кажется, что любимый мужчина Анжелики еще обязательно встретится. Как мама она замечательно состоялась, дети ее уже взрослые, самое время открыть чистую страницу своей судьбы. Такую, где будет написано только хорошее.